Почему Русь не участвовала в крестовых походах? Средневековье было наполнено массовыми перемещениями огромных армий из Европы на Ближний Восток и из Дальнего Востока в Европу. Тысячи рыцарей шли в Иерусалим, чтобы спасти гроб Господень от неверных и получить свою часть Святой Земли. Это настолько стало идеей фикс, что был даже крестовый поход детей. Настолько это движение было востребовано жителями. Немецкие бароны, французские тяжелые рыцари, английские лучники, испанские, итальянские воины, армяне, грузины, византийцы и даже сельджуки-христиане принимали участие в войнах Христовых. И только Русь от них устранилась. Казалось бы, христианская страна, ходившая в бой под изображениями святых, глубоко религиозная внутри, и так безразлично относившаяся к судьбам братьев-христиан в Иерусалиме и нахождению Святой Земли в руках неверных. Пусть походы в итоге и сошли на нет, но они не позволили сложиться в регионе огромной исламской империи, подобно османской, которая могла бы централизованно напасть на Европу. В то же время сама Европа не погрязла в аду войн из-за перенаселения бродячими оседлыми рыцарями, жаждавшими наживы, славы и крови. Итак, почему же Русь не участвовала в крестовых походах? Внутренние распри и угрозы кочевников. Начало походов совпадало с периодом раздробленности страны, и мелкие княжества яростно грызлись друг другом. А затем пришла угроза с востока. Сначала половцы, а потом и монголы занимали все усилия не самых передовых в военном плане русских княжеств. Русские князья могли выставить только довольно малые армии, где доминировала пехота, а конные соединения имелись только у княжеских дружин, что в крестоносном войске не имело бы особых перспектив. Позиция православной церкви. Церковь на Руси ориентировалась на Константинополь, а тот занимал двойственную позицию. Он не отказывал в помощи крестоносцам, но одновременно и поддерживал мусульман, прямо или тайно, чтобы не допустить чрезмерного усиления той или другой стороны. Войска же ромеев воевали крайне мало и старались уклониться от прямого участия в походах. Поэтому русскую церковь из Константинополя не призывали на борьбу. Соответственно, та не могла самостоятельно инициировать акции таких масштабов. Религиозная рознь. Степень неприятия между православными и католиками достигла апогея, и стороны с большим трудом признавали христиан друг в друге. Если в случае Армении или Грузии, у них с католиками были общие интересы. Остановить экспансию ислама, устранить угрозу от персов и турок, от чего Кавказ столетиями страдал, то для Руси помощь еретической Европе в чудовищно далеком регионе выглядела глупым и бессмысленным проектом. Сами артефакты, как гроб Господень для православных, не имели столь же высокой ценности, как для европейцев. Изоляция Руси. Расположение на Крайнем Востоке Европы делало для Руси куда более привычными контакты не с христианским миром, а с кочевниками, язычниками лесов и православными Болгарии и Византии. Христианская Европа была где-то в другом мире, их проблемы не доходили до русских княжеств, не питавших особого интереса к делам Запада. В итоге централизованного движения в поддержку крестоносцев на Руси не возникало, но это не исключало личную инициативу. Сведения об участии русских войск в крестовых походах. В истории о Иерусалиме и Антиохии XIII века русские перечисляются среди народов, которые сражались в Палестине против турок. Вместе с Готфруа сражались люди из Венгрии, Австрии, Дании, Польши и России. По источнику участие этих людей и решило исход битвы за Никею. Хождение Даниила Паломника – крайне спорный документ. По нему Даниил ходил в Палестину при святополке Изяславовича, то есть в 1113 году. Даниил примкнул на каком-то этапе под защиту к войску, шедшему в Палестину. Шел в сопровождении дружины Многой, которая, скорее всего, была не воинством, а обычными православными верующими, отправившись вместе с игуменом посетить Иерусалим. Непонятно, имела ли миссия в Палестину какое-то значение, однако в ней наш русский игумен вел переговоры с королем Балдуином. Также есть мало достоверных сведений о том, что Андрей Баколюбский принимал участие в походах в юности. В 1099 году в освобожденном крестоносцами Иерусалиме окончила свои дни княгиня Гида, жена великого князя Киевского Владимира Мономаха. Она была дочерью последнего англосаксонского короля Харальда, павшего в сражении с Вильгельмом Завоевателем при Гастингсе в 1066 году. Святую землю княгиню сопровождала дружина русских воинов. Некоторые исследователи считают, что в крестовых походах против Саладина участвовали войска галицко-волынского князя Ярослава Осмомысла. Якобы именно об этом говорится в слове о полку Игореве, стрелявший сотни злата стола султана за землями. А как вы думаете, как бы сложилась судьба крестовых походов, если бы войска Киевской Руси принимали в них участие? Это стало бы концом эры мусульман в Иудее
либо наоборот европейцы были окончательно отброшены? Пишите в комментариях и подписывайтесь на канал. Дорогие друзья, критики и те, кто видит мои видео впервые, хочу анонсировать вам перезапуск Boosty и Patreon на моем канале. Не секрет, что YouTube довольно жесткая система со строгой модерацией, как с точки зрения правил поведения, так и тематики видео. Многие темы являются табуированными, закрытыми, не подлежащими обсуждению, что сильно сковывает тематику. И поэтому на Boosty для россиян и на Патреоне для иностранных зрителей будут свободные видео на те темы, раскрытие которых на YouTube будет невозможным и грозит всевозможными карами. Например, есть ли отличия в интеллекте у разных расовых типов, красивы ли